Привет всем! Очередная наша безумная затея. Почему безумная? Потому что надоели вот эти уже не безумные затеи. Мы решили, в общем, сходить на самую высокую точку России и Европы, гору Эльбрус. Никто из нас не имеет опыта таких походов. Я немного ходил на небольшие горы в районе 3000. Серега вообще плохо. Сейчас я немного расскажу, что я с собой беру в поход. О каждой вещи. Спальный мешок Геолог 600, 3-килограммовый. Да, тяжелый, но другого у меня нет для подобного похода. Пенка, вернее самонадувающийся коврик, трамп, что-то около килограмма, ну тоже тяжеленький, кемпинговый, но ничего, затащу. А вот с палаткой получше. Naturhike, по-моему, модель называется Windwing 2. Мы вдвоем идем, поэтому я двухместку беру, и специально отдельно колышки снеговые. Так, дальше идем. Курточка теплая, пуховик, шапка, балаклава, термобелье, штаны, кофта, значит, комплект горка, тоже куртка и штаны, лыжные перчатки, теплые носки, обычные носки, в одних еще я сам, трусы запасные. Так, восходить я пойду вот в этих сапогах новенькие, Кеча за 1200 из Декатлона, кошечки. Так, рюкзак у меня килограммовый, фирма снаряжения русский, 130 литров. Так, пошли дальше. Еда, сублиматы, гала-гала друг накупил. Не пробовали еще, даже не знаю. Так, на двоих 3 булки хлеба, не знаю, может много. Мазик, колбаса, кофе, конфеты, чай, печеньки. Так, кружка, ложка, ножик. И вот такая кухня у меня. Сейчас мы утром кипятили водичку с ветрозащитой. Можно на снегу пользоваться, не пропекает, не протапливает снег. 2 баллончика газа берем с собой. Ну, это понятно. Так, это у меня дождевик. Снеговая лопатка, обустраивать лагерь на снегу. Тара для воды. Перчаточки легкие, если жарко будет. Фонарик. Трекинговые палки. Эластичный бинт. Солнцезащитные очки. Ну, документы, естественно. Какой-то антибиотик, линкомицетин и парацетамол от головы. Также ледоруб. Смартфон. Зоже 11 с батареей на 10 тысяч мА. 100% заряжен. Он же и навигатором является. Коврик, пенка. Ну и сумочка со всякими пауэрбанками, боксами, селфи-палками. Тут я все понесу мелкое. Фонарик водонепроницаемый. Так, ну вроде все. Ну, у моего друга такой же примерно комплект. Рассказывать не буду. Вещи все уложены. Мы готовы к выезду. Сережа радостный, сидит в предвкушении. Поля, бескрайние поля. Привет! На горизонте уже показались горы Пятигорска.
Наверное, когда-нибудь надо совершить туда выезд и зайти на каждую гору. Уже совсем близко одна из гор. О, здесь Владимира Владимировича уважают. Погода малеха портится. Начался скалистый рельеф вокруг. Впереди въезд в Баксанское ущелье. И вот они, красоты, начались. Совсем вечереет. Мы встали в Баксанской долине на ночевку перед выездом. Хорошо возле костра. Итак, вот и утро. Сегодня будет восхождение. Вот тут мы провели ночь. Сейчас соберемся и вперед. А вокруг красотища. Проезжаем поселок Эльбрус. Зарегистрировались в Терсколе в МЧС. Едем к точке старта. Подъехали мы в Азау, припарковались. Последние сборы. О, Трусельман. Так выглядит начало подъема или конец выката летом. Чувак, ты как? Нам 8 километров так шкандыбать. Это очень плохая основа. Канатка работает. Этот пройдоха врал, что он плохо ходит. Пока я то, все, почесался, зашнуровался. Он уже на 50 метров вперед убежал. И хрен догонишь. Ваши ощущения? Я умер. Слов нету, да? Я как раз пластала. А мы еще только одну 20-ю прошли. Там внизу человек бежит прям за нами. Кричит: догоню. Виднеется первая канатная станция Старый Кругозор. Какие-то водопадики. Оттуда мы пришли. Вот мы почти дотопали до станции Мир. Вот это чуть-чуть подняться, и мы там. Ледники аж синие. Доползли до станции Мир. Тут все пустынно.
Никого нет. Вон вершинка нас ждет. Покидаем станцию Мир. Мы уже по снежку пошли. Обогнали 2 людей. А он все идет и идет, вперед и вперед. Внизу осталась станция Мир. Движемся к Горобаш. Бесконечный подъем. Идем, идем. Идем, идем. Серега что-то подотстал. Нет, там километр. Ну. Он только что сказал, что очень расстроен, что не стоило сюда идти, что это очень сложно. Здесь очень тяжело. Я не говорил, что не надо. Не надо. Хорошо, он только что сказал, что он очень рад, но сюда очень тяжело идти. Нам остался последний взлетик. Вон на холмике видно Дизель-хат. Мы будем там ночевать. Проходим последние сотни метров. И уже нету. Вон туда мы идем. Дошли мы до приюта 11. Чуть выше тут такой памятник и строящееся что-то заброшенное. Мы тут поставили палатку, деревянный настил. Приготовили сублимат какой-то. И кушаем. С майонезом и хлебом черным, по-богатому. Вечер. Эльбрус открылся. Оттуда мы пришли. Ратрак зачем-то поехал наверх. Короче, пошел снег. Ну, сперва чуть-чуть дождь, потом снег мокрый. И мы чаримся в палатке. Он тоже. Будем ждать. Утро. Сереге что-то совсем плохо. Пытается. Вершину то затягивает, то растягивает. На косой полке сидит группа людей и никуда почему-то не идет. В общем, я вышел на акклиматизационный выход. Один Серега умер, не может вообще двигаться никуда. Будет чатиться в лагере. Вот кошечки испытываю. В них довольно-таки удобно, оказывается. Вот так.
Вот уже окончание скал Пастухова. Дошел. Ну, конечно, намного легче, чем с рюкзаком идти. Там группа в туман ушла вверх. Пошел. Все выше и выше. Говорят, это верх скал Пастухова. Ну, силы вроде есть. Попробую до полочки подняться. Иду и иду. Иду. Вот уже восточная вершина. Под ней начинается косая полка. Наверное, до нее дойду. Отдохну и пойду обратно. Все группы вроде бы обогнал. Никого нету выше, а может есть. Сломанный ратрак тут валяется. Восточная вершина. Даже кто-то сзади идет. Зашел я чуть-чуть выше ратрака. Человек с лыжами меня обогнал. Я уже не буду за ним гнаться. Чувствую, не вывожу. Сейчас попью водички и в обратный путь. Снег идет, ничего не видно. Встретил человека, сейчас поднимается один. Говорит, пойдет до косой полки. Лыжник так обогнал меня и не спустился, где-то там лазит. Не видно нифига вокруг. Я вернулся с косой полки. Это чудо до сих пор спит. Мне кажется, это панда. Панды всегда спят, нет? Или это не панда? Ленивец. Ленивец? Постоянно идет снег, туман. Везде мусорка. Сегодня ходил на косую полку. Встретил гидов каких-то. Они сказали, что единственное окно будет с четверга на пятницу в ночь. Выходить они будут. Я думаю, я к ним присоединюсь. Попробую взойти. Серега не может. Будет отлеживаться. Очередное утро. Красота. Вершина в тумане. Но шанс есть, кто сегодня пошел. Короче, вчера нечего делать было. И я сделал вот такую штуку. Плохая новость. Серега 2 дня лежал, лучше ему не стало. И отправил я его, вернее он сам себя, вниз. Канатка вроде работала. Снегоход заказали. Сейчас его до канатки там добросит. И поедет он вниз.
отдыхать. А я сегодня пойду на восхождение. У меня появились соседи. Целый лагерь. Петров в длительное время имел доступ к огромным объемам сверхсекретной информации, включая документы военно-промышленной комиссии Президиума Лежу, Совместных слушаю ВПК. книгу. Занимался он аэрокосмической темой. Идет снег. 325-332. Сегодня ночью выход. Отчетов ВПК, написанных ими. Москва, Волоколамское шоссе, Т. 77, Ратрак пополз куда-то вверх. Может спасать кого-то. Итак, 12 ночи. Я выхожу. Я выдвинулся. Что-то не видно ни ратраков, ни людей на склоне. Как будто я один. Хотя вверху далеко-далеко видно фонарик. Значит, я не один, это радует. Вот первый ратрак повез. Кого-то. Дошел до скал Пастухова за 3 часа. 5-й ратрак догоняет меня. Там вверху видно огоньки, несколько групп. Начинает светать. Иду, думаю, что так сероводородом пахнет. Пукает, что ли, кто впереди. А потом вспомнил, тут же фумаролы дымят. Наверное, от них пахнет. Вот очередной ратрак. Я дошел до ратрака сломанного. Там внизу еще кто-то тащится. Скоро рассвет, вон уже на вершинке видно солнце. Группы вперед пошли на восхождение. Пойду я за ними, а то холодно здесь сидеть. Так, я зашел на косую полку. Рассвет меня никак не хочет догнать. Ну и хорошо, потому что у меня очки потеют. Ну все, светило горы, солнышко красиво. Вон какая-то группа впереди идет. Пойду за ней. Думал, косая полка более пологая, легче будет идти. Ну какое-то убийство тут, пипец. Видимо, тут уже начинает нехватка кислорода сказываться. 20 шагов и одышка. Капец. Еле проползаю. Туда мне. Косая полка, это пиздец. Силы выматывает просто. Дошел до седловины. Осталось подняться на вершинку и все. Никак не могу до седловины дойти. Что-то желудок как камнем стал, аж подташнивает. Тяжко. Хоп, я уже в седле. Идем на подъем на вершину.
Все со страховкой, один я как дурачок без. Вот предвершинное выполаживание. Кажется, вон то вершина. Господи, за каждым перегибом местности еще, блин, километр. Я думал, вон то вершина. А нет, вон она. Последние 400 метров. Я покорю Эльбрус. Там. То есть, вау! У меня нету даже сил крикнуть вау. Короче, я забрал. Итак, бомж-тур на Эльбрус завершился удачно. По приезду расскажу, как это делается. Народу на вершину набежало. Холодильник, капец. Я уже, наверное, обморозил все, что можно. В общем, я покорил Эльбрус. Счастлив, как слон. Там наверху набежало народу. Не протолкнуться. Я практически первый пришел. Все, выдвинулся я назад. Обратно идти-то полегче. Но далеко. Вышел я в 12 ночи и пришел сюда 8:30, по-моему, я смотрел. Я иду. Блин, аж слезы потекли из глаз. Не знаю, истерика какая-то. Я сделал это один. Посмотрите, какая красотень. Крыша мира. Это восточная вершина. Здорово. На восточном плато тоже кто-то есть и идут туда. Вот так седловинка выглядит. А вот там какой-то красный домик, я сперва его не заметил. Тут по этим перилам спуститься надо. Опасно. Все пристегиваются, а у меня нечем. В следующий раз возьму, если будет этот следующий раз. Я вам скажу, спускаться это намного легче, чем подниматься. Считай, за раз с вершины до седловины сейчас дойду, ни разу не отдыхая.
И не так страшно, как я думал. Да, спуск несравнимо легче. Не так все просто, как я думал. Где-то на середине косой полки я помер. Фу. Опять одышка. Надеюсь, пониже будет легче. Это последние вешки косой полки. Она просто невероятно длинная. Я не понимаю, как я в ту сторону прошел еще на подъем. Это какой-то ужас. Еле обратно прошел. Фух. Вот это красота. Сколько же шкандыбать до низу. Ого-го. А я это все зашел сегодня. Нашел новый способ передвигаться, не тратя силы. Почти пришел. О, вот уже виднеется Дизельхат. Где-то там палатки. Все, приехали. Разуваемся, идем отдыхать. Время 11:27. Я сделал. Последнее утро. Так, красотень. Сейчас пойду на спуск. Ночью сегодня минус был лед в котелке. Вышел я назад, вниз пойду, вот туда под облака, домой. Пока, Эльбрус. До новых встреч. Хоп, мир. Туману. Хоп, старый кругозор. Финишная. Хоп, Азал. Финиш. Время 11:10. Мы решили остановиться перед поездкой в Краснодар, переночевать на каком-то кемпинге, но нам там не понравилось. Зато мужик подсказал, что можно проехать из Тырныауза в Джилысу на горячие источники 50 километров через вот эти горы, которые впереди как-то. Сейчас попробуем проехать. Да? Мы свернули в Тырныаузе и поехали куда-то в горы подниматься. Вот такая дорога тут. Вот по этому серпантинчику мы поднялись. Тырныауз внизу. Красота. Едем. Короткий путь, говорили они. На УАЗике проедете, говорили они.
Мы заехали, фиг знает на какую высоту, еще выше, вот туда в гору идет. А вон там вид такой, ого-го. Мы сейчас едем в Новой Зеландии. Так же, все. Знаменитый водопад, забыл, Султан Суд. Грязненький. А вот там все купаются. Но сейчас не набраны. А тут, по всей видимости, купаются в этом бассейне, я не знаю. Но сейчас не налито ничего. Жуть, кошмар. Ну, в общем-то, без купания, наверное, не очень интересно. Тарзаны здесь пьют вот так. Опа! Водопад Султан Су. Он не на выезд только пускает, а на въезд. Если нажать верхнюю кнопку, увидишь один раз. А тут дорога ходит внизу. Смотрите на всякие. Это Эльбрус с севера. Мужик нас заманил, хорошее место под стоянки сказал, а тут какое-то коровники, везде какашки, короче, мы решили уехать. В общем, уехали мы из этой долины и на высоте какой? 2800? 2800 решили переночевать. Вот такой тут видок. Тишина, благодать. Везде горы. Доброе утро. Все, последний денечек в горах. Выдвигаемся сейчас домой. Тут мы стояли. Ехали, не смогли остановиться. Люди стоят, снимают такой вид на Эльбрус. Надо залететь повыше сразу, да? Я тут это, пассажир, короче. У него, говорит, права есть. Вот мы почти приехали домой.
100 километров до Краснодара. Тут настоящая духовка. Я просто изжариваюсь, весь мокрый. Всем. Вот и закончился мой поход, вернулся я домой, начались трудовые будни. Ретроспективой хочу вспомнить, что было, какие-то оговорочки сделать о походе. Поход затевался как бюджетное мероприятие с дешевым снаряжением, без особых затрат на каких-то инструкторов, экскурсоводов. Так как я шел первый раз, естественно, я боялся, пытался побольше друзей набрать, но все в конце концов съехали, остался один мой друг из Москвы. Мы вместе учились в училище и служили потом в одной части. Вот с ним мы пошли. Но, к сожалению, его свалила горная болезнь на приюте 11. Пролежав 2 дня, он не смог зайти, так и поехал назад ждать меня в гостинице «Вокзал». Изначально планировалось покупать еды на 1200 рублей, гречки, тушенки и так далее. Но мой друг, который со мной ездил из Москвы, Сережа, купил сублиматы Гала-Гала, вышло подороже. Ну, правда, я за них не платил. Значит, дорога вышла, планировалось, что выйдет около 5000, но вышло дороже, потому что мы решили после поездки еще захватить теплые источники Джилусу. И 1000 на бензин накинулась, вернее на газ. У меня машина УАЗик на газу. Соответственно, УАЗик кушает топливо чуть больше, чем среднестатистический автомобиль. Если поехать на легковой, наверное, выйдет чуть дешевле. В общем, на бензин у нас вышло 6000. Также мы не платили какие-то пошлины за восхождение, за нахождение на Эльбрусе, потому что была закрыта администрация природного парка Эльбрус, и просто некому было платить, карантин. Все снаряжение сложно сказать, сколько стоило, потому что я его закупал в течение длительного времени. Перед походом только пришлось купить из дорогого ледоруб и кошки. Кошки вышли у меня на Алиэкспресс за 2000, и ледоруб в Декатлоне я взял за 1500. Все остальное у меня было к походу. То бишь фактически перед началом поездки все мероприятие на 2 человек должно было выйти около 5-6 тысяч. Вышло чуть-чуть дороже. В конце видео я попытаюсь вставить картинку, на которой будет обозначено, сколько стоило какое снаряжение, чтобы иметь общее представление. Что я хочу сказать по самому восхождению. Я не какой-то крутой восходитель, среднестатистический человек с средними физическими возможностями. В общем-то, я не испытывал особых трудностей при восхождении. Ну, это я, конечно, сейчас так говорю. Было трудно. Но не настолько. Сейчас вспоминаю, что были моменты и сложнее в жизни, чем зайти на Эльбрус. То есть каждый, в принципе, может. Единственное, что восхождение было в хорошую погоду, при хорошей видимости, хороших условиях, не холодно, тепло. Не было ветра почти. Видимо, если будут плохие какие-то условия, все-таки побольше надо будет физическую подготовку иметь, чем у меня. А может и нет. Шел я с самого низу до самого верху, с Азау до приюта 11, не используя подъемники, ничего, пешочком, и обратно тоже. И, соответственно, поднимался тоже без использования рактрака до косой полки, пешочком с приюта и до приюта назад, не заплатив ни копейки никому. По восхождению можно сказать такие вещи. Каждый последующий участок, которого ты достигаешь, кажется, что вот все будет полегче, но оказывается по факту, что чем дальше, тем сложнее. Заходишь на скалы Пастухова, кажется, что до косой полочки уже рукой подать, но когда начинаешь заходить, расстояние оказывается еще длиннее, чем ты прошел. Устаешь. Косая полочка, кажется, что вроде бы горизонтально идет, полегче будет, но фактически она настолько длинная, с постоянным подъемом, и уже мало кислорода, что окончательно теряешь все силы на ней. На седловине меня догнало солнышко, началась жара, а я догнал все группы, которые вышли раньше меня, выехали на ратраках до косой полки. Вот они все кучковались там.
Фактически до верху я дошел после первой группы из где-то 6 штук. Подъем с седловины до вершины мне показался чуть-чуть полегче, но может потому что какое-то разнообразие началось уже. Виды красивые вокруг меняться начали, вид на соседнюю вершину, вниз куда-то через облака. Что можно сказать по подъему на вершину? Все группы, которые шли, цеплялись страховкой, у меня ее не было. Страховочный ус с карабином, там перила протянуты, вот они за них цеплялись. Также все шли с ледорубами. Я взял с собой 2 трекинговые палки и ледоруб. Но, как оказалось, я не нашел, куда применить ледоруб совсем. Возможно, в плохую погоду, при каких-то плохих условиях, его есть необходимость нести, но вот при хороших условиях он мне мешал. Его неудобно нести, неудобно держать, им неудобно опираться, он проваливается в снег, он не достает до земли. В общем, я его закинул в рюкзак и благополучно с 2 палками вышел. Что касается страховки усом, наверное, стоит все-таки ее иметь, но при хорошей видимости и отсутствии ветра совершенно спокойно можно зайти и так. Конечно, надо внимательно следить, куда ты наступаешь, быть всегда начеку, чтобы не соскользнуть, но зайти можно, довольно легко. Также хочу предупредить, что обязательно с собой просто брать крем от солнца самой сильной солнцезащитой. Я сгорел нещадно, потому что пренебрег этим. Понадеялся на балаклаву и очки солнцезащитные, но у меня какая-то проблема, что с очками, что с лыжной маской запотевают очень сильно при ходьбе. При выдохе теплый воздух поднимается под очки, либо под маску, и снутри стекло запотевает, ничего не видно. Приходилось стаскивать балаклаву, и обгорал нос, и все прочее вокруг него. Хорошо, у людей попросил, стрельнул крема на склоне, под верхом уже намазался. Но, в общем-то, все равно очень сильно сгорело лицо. Когда ты выходишь на вершинное плато, остается около полукилометра до вершины, кажется, что все уже закончено, рукой подать, а не тут-то было. Вот это очень сложно пройти на самом деле. Шаг дается каждый просто с трудом, волочишь ноги, уже сил нет, видимо, сказывается высота. В общем, еле доползаешь до вершины. На вершине очень сильный ветер был, хотя по прогнозу ветер, по-моему, 5 метров в секунду был, но этого было достаточно, чтобы отморозить руки, которые ты обнажаешь, чтобы управлять телефоном, камерой, снимать что-то, приходится перчатки снять. Руки, конечно, отмерзают сразу. Ну, все компенсируется, конечно же, шикарным видом, который вокруг открывается, внизу облака, через них горные вершины, где-то под облаками ниточки речек, какие-то зеленые луга, там какой-то иной мир, как будто. Где-то ты как будто на вершине мира. В общем, здорово очень. При спуске я испытал некоторую эйфорию, такую радость, аж слезы потекли. Прямо аж истерика была. Спуск, в общем-то, довольно легко мне дался вообще. В ту сторону я шел 8 часов, обратно я потратил всего 2. То есть, понятно. Хоть и говорят, там коленки устают, напрягаются, но намного легче спуск. Неожиданно сложно было пройти косую полку. Ее невероятная длина вымотала меня даже в обратную сторону. И через 2 часа я уже был в лагере. В целом поход удался, как я его окрестил, бомж-тур, потому что все было самое дешевое по минимуму. После похода мы съездили на теплые источники Джилысу. Правда, они были закрыты в связи с коронавирусом. Ну, на водопад посмотрели, нарзаны попили. Все прошло замечательно. Всем рекомендую. Думаю, всем это по силам, если с умом подходить. Даже не имея больших денег и большого опыта. Если не лезть на рожон, если ждать хорошей погоды, если не бежать сильно, постепенно восходить, если быть аккуратным, думаю, любому человеку под силу. Так что, кто хочет, дерзайте, удачи. Надеюсь, мое видео было полезно для кого-то. Всем пока!